Всем привет! Вы на канале о часах, и здесь мы главным образом сфокусированы на недорогих часах. И меня зовут Азим. Когда речь заходит о недорогих часах, трудно обойти вниманием часы Восток. Часы этой марки известны далеко за пределами России, среди любителей часов и энтузиастов. Наиболее известными являются линейки командирские, это полевые часы, и амфибия, это дайверские часы. Среди амфибий одним из наиболее узнаваемых является так называемый чувак-аквалангист Scuba Dude. По случаю этого обзора на мне соответствующая футболка. Сегодня у нас на обзоре как раз такие часы. Ну что, поехали? Часов Восток с аквалангистом на циферблате много. Мы рассмотрим сегодня модель с номером 420-380. Число 420 обозначает номер корпуса. Корпус и браслет изготовлены из нержавеющей стали, имеют диаметр корпуса 40 мм и 46 мм от ушка до ушка. Ширина браслета 18 мм. Достаточно толстые, 15 мм. Во многом благодаря выпуклому плексигласовому стеклу. Класс водозащиты 200 метров. Механизм часов 2416B. Это один из наиболее распространенных калибров с датой. Имеет 3 стрелки и дату. Содержит 31 камень, имеет запас хода 31 час. Механизм используется, наверное, с 80-х годов и за это время не претерпел каких-то изменений. Получается, что как 40 лет назад, так и сейчас в часах Восток используется этот механизм. Это достаточно много. Календарь мгновенного действия. Это значит, что дата перещелкивается сразу, а не застревает в половинном положении. Я вам продемонстрирую. Вот 11 вечера. Вот уже почти 12. И без 5:12 дата перескочила на следующий день. Для сравнения я вам покажу, как это сделано на примере механизма Seiko. Это часы не Seiko, но там механизм Seiko NH35. И обратите внимание на окошко даты. Вот уже 11 час, и дата начинает перемещаться. Вот 11 еще не настала, а дата уже в половинном таком состоянии. 11. Дата постепенно переползает. Вот. Без 10:12 дата перепрыгнула на следующее число. Но где-то с 10:40 по 11:40 в течение часа у вас дата будет где-то между 25 и 26. То есть иногда можно даже не понять, какая дата. Это вот демонстрирует календарь мгновенного действия на Востоках и отсутствие такового, например, Seiko NH35 механизма. Безель, как это обычно бывает у Востоков, двунаправленный. Заводная головка завинчивающаяся. И вот эта фича Востоков, заводная головка, которая ходит ходуном. Но это не сломанный механизм, это сделано специально, чтобы обезопасить механизм от ударов. Точность хода по паспорту составляет от минус 20 до плюс 60 секунд в сутки. Не самые точные часы. Отклонение на 1 минуту в день – это слишком много. На практике дело обстоит гораздо лучше. Тут я демонстрирую замеры точности хода других моих часов Восток, но с таким же механизмом. Как видно, если часы просто лежат на полке, то они показывают достаточно неплохую точность.
при практически одинаковом дневном отклонении. Однако при носке суточные отклонения прыгают в обе стороны, часы то прибавляют, то отстают. Хотя в этом есть определенный плюс, отклонения в разные стороны компенсируют друг друга, и в итоге мы получаем приемлемую точность. На практике мои восток уходили до 3 минут в месяц в ту или иную сторону. В дайверских часах, по-хорошему, безель не должен вращаться в обе стороны. Он должен вращаться только против часовой стрелки и служит для того, чтобы засечь время погружения или всплытия. Безель на этой амфибии вращается в обе стороны, и он вращается без кликов, так что его показания могут легко сбиться. В общем, не стоит полагаться на него в настоящем погружении. Хотя эти часы способны погружаться на глубины 200 метров и даже больше. Браслет, хотя и качественный в том смысле, что звенья литые, больше того, здесь мы видим 6 элементов каждого звена, но нету не только отверстия для микроподстройки, то есть нужно будет очень точно подгонять браслет под запястье, но здесь отсутствует какая-либо подстройка, характерная для дайверских часов, в которой можно установить одну длину браслета для запястья и другую длину для запястья в аквалангическом костюме. В общем, можно сказать, что это дайверские часы только в плане водонепроницаемости. А браслет здесь совсем не дайверский. И на безель тоже не стоит полагаться для засечения времени. Отделка корпуса достаточно хорошая, учитывая цену. Из минусов я бы отметил острые края ушек, за которые крепится браслет. Углы несточные. Очень нравится задняя крышка, надпись «Амфибия», обработка очень нравится. На задней крышке перечислены характеристики: водонепроницаемый 200 метров, противоударный, автоподзавод и логотип «Амфибия». Люм, конечно, присутствует и дает достаточно первоначальную яркость, но стоит пройти буквально 10 минут, как у маркера начинают пропадать. Если я ускорю, в видео видно, как быстро пропадают маркеры. Люминесцентное покрытие на стрелках держится дольше, что хорошо. И в целом время можно угадать даже без меток. Еще нюанс такой, что на видео кажется, что стрелки исчезли, но глазу они видны. В целом с этим браслетом часы смотрятся органично. Мне нравится, как они выглядят на браслете. Из минусов, как я уже сказал, сложность подстройки под свое запястье этого браслета. К счастью, браслет можно поменять на ремешок. Это достаточно просто. Здесь я демонстрирую часы на каучуковом ремешке. Это приятный и гипоаллергенный материал, а еще он не боится воды, так что с ним можно плавать. И внешний вид очень красивый. Из недостатков он очень быстро собирает пыль. Можно, конечно, надеть кожаный ремешок, но тогда теряется всякий смысл часов, которые были созданы для погружения в воду. Коже противопоказан контакт с водой, тем более с морской водой. Поэтому хорошим вариантом я бы назвал нейлоновый ремешок типа НАТО или Zulu, как здесь. Данный ремешок Zulu состоит только из одной ленты, в нем нет этого пришитого язычка. Черный цвет и оранжевая полоса очень хорошо сочетаются с черным циферблатом и оранжевым рисунком. Как вы думаете? Напишите в комментариях, какой вариант вам больше всего понравился. Стальной браслет, каучуковый ремешок или нейлоновый ремешок. Неудобством является еще и то, что в данном механизме нет функции быстрого перевода даты, и приходится стрелками
просто прокручивать на 24 часа, чтобы перевести дату, что бывает очень утомительно, если нужно перевести сразу на несколько чисел. Но есть одна особенность. Можно перевести до 12:30, потом вернуться назад до 8:30. Обратите внимание, дата перевелась 30 число. В данном механизме нет режима стоп-секунды. Как вы видите, я вытащил заводную головку и перевожу время, а секундная стрелка не останавливается. И очень сложно привести время до нужного момента. И что я делаю? Я немножко прикладываю усилия к заводной головке. Секундная стрелка останавливается. Вот так, я до 12 дохожу. Останавливаю секундную стрелку, жду, когда будет ровное количество, ровное вот это время, 2:34. Потом я отпускаю секундную стрелку, и они должны пойти. Как вы видите, секунды пошли. Это такой небольшой хак, небольшая уловка, как выставить точное время. По современным меркам, данная модель не поражает своими функциями или точностью хода, но их любят не за это. Восток Амфибия интересна своей ценой и своей богатой историей. Про цену мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте погрузимся в историю создания Амфибии. Часы Амфибия были созданы в 1967 году по заказу военно-морского флота. Название Амфибия было выбрано в коллективе среди сотрудников. Ведь земноводные амфибии одинаково хорошо себя чувствуют как на суше, так и под водой. К тому времени уже существовало множество водонепроницаемых часов, сделанных в Швейцарии. Но нельзя было просто скопировать их конструктивные решения. Многие были защищены патентом. К тому же на заводе в Чистополе не было оборудования, которое позволило бы обеспечить изделиям необходимую точность обработки. В итоге появились часы, которые воплотили в себе много новых решений. Если большинство часов того времени были изготовлены из латуни, то амфибии были сделаны из нержавеющей стали, которая гораздо прочнее. Завод разработал собственную марку стали и добился добавления новой позиции в государственный стандарт ГОСТ. Резину для прокладки задней крышки также разработали сами и наладили ее производство. Обычная резина была не способна восстанавливаться после сильных деформаций при большом давлении. Сама задняя крышка также изготовлена из нержавеющей стали и имеет увеличенную толщину. Что интересно, задняя крышка не завинчивается, а прижимается к резиновой прокладке и крепится на резьбе специальным кольцом. Это решение помогает обеспечивать герметичность крышки и долгую службу прокладки. Стекло из плексигласа также имеет увеличенную толщину 3 мм и имеет специальную форму. Таким образом, при высоком давлении стекло сплющивается, изгибаясь на полмиллиметра, при этом прижимаясь крепче к корпусу сильнее в зависимости от давления воды, обеспечивая большую герметичность, но не прижимаясь к стрелкам. Также впервые в стране в часах была применена завинчивающаяся головка подзавода и вращающийся безель. В 1975 году часы Амфибия побывали в космосе на запястье космонавта Георгия Гречко, который прибыл на космическую станцию Салют-4 на космическом корабле Союз-17. Полет продолжался 29 дней. Здесь вы видите автограф самого космонавта и фото тех часов, а на переднем плане обновленная версия часов. А на этом фото вы видите часы «Восток» на запястье космонавта Юрия Романенко, который совершил полет на корабле «Союз-38» к космической станции «Салют-6». Полет состоялся в 1980 году. В 90-х годах партия часов «Восток» была заказана в США одной частной компанией. Дизайн часов был приурочен к операции «Щит пустыни», а позже и «Буря в пустыне».
Кстати, обратите внимание, что модель основана на 420-м корпусе Восток Амфибия, как и в часах из сегодняшнего обзора. Видите, часы Восток имеют богатую и интересную историю, которую вы можете дополнить на своем запястье по очень доступной цене. Если 200 метров водозащиты достижимый показатель для многих производителей часов, то ценник в $100 за механические часы с автоподзаводом, с мануфактурным механизмом, завинчивающейся заводной головкой, в стальном корпусе, цена, которую мало кто готов предложить. Если вы покупаете в России, то вам легче всего. Если же вы живете за пределами России, то кроме таких площадок как eBay и Amazon, наиболее популярным можно назвать сайт Meranom. Здесь представлен широкий ассортимент часов и аксессуаров, а также имеется международная доставка. Лично мой выбор пал на этот онлайн-магазин, ссылка на который расположена на официальном сайте Восток. На сайте есть машинный перевод с русского на другие языки. Цены самые низкие из того, что я видел. Восток Амфибия – часы с удивительной историей, побывавшие на больших глубинах и в открытом космосе. Часы, которые не лишены недостатков, однако интересны, надежны и долговечны. Так что уверен, что любой сможет найти амфибию на свой вкус. А их доступная цена делает эти часы абсолютной рекомендацией. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас часы Восток и каким был ваш опыт. А я на это прощаюсь. Всем пока!